Привет, друзья! Это Ната, и я веду свой блог о домашних растениях. Пытаюсь их вырастить шаг за шагом, через печаль от пожелтевших листьев и восторге от первых бутонов. Я сходила в супермаркет, это был обычный поход за продуктами. Но на кассе меня подстерегла она. Роза пушит На 9-й день, несмотря что за окном декабрь, вроде бы зимой цветы не пересаживают. Я решаю ее пересадить в горшочек побольше, немножко просторнее, чтобы корни могли вздохнуть свободой. Нашла для нее старый горшок, потрепанный временем. Если она доживет до весны и с ней ничего не случится, ни гнили, ни вредителей, пересажу ее в другой, новый горшок, свежий. А пока этот старенький будет служить ей домом. Я беру горшок, промытый теплой водой, чтобы смыть пыль лет, и насыпаю в него дренаж. Кладу землю. У меня остался универсальный грунт с перлитом и углем, легкий, как облако, с белыми вкраплениями, что обещают воздух для корней. Кладу немножко слой земли на дно, тонкий, ровный, как фундамент для замка. Мну горшок у розочки осторожно, пальцами по стенкам, чтобы ком не развалился, и аккуратно вынимаю цветок. Он выходит целиком, с земляным шаром, что держится крепко. Ее корни вижу. Обросли по форме горшка, Спутанные, как нити судьбы, плотно облегающие пластик. И честно сказать, корни не белые, на роликах у розочек были белые, чистые, как свежий снег. А у меня коричневые снаружи, потемневшие, с легкой коркой, словно от путешествия в супермаркете. Я чуть-чуть потерла по корню, внутри он белый. Не знаю, что это, загар от магазина или естественная броня, но удалять я ничего не буду, оставлю как есть. Я ставлю цветок посередине нового горшка, в центр этой землистой колыбели, и со всех сторон аккуратно насыпаю грунт, пальцами приминаю. Теперь она красивая, в просторном доме, с листьями, что расправляются шире, стеблями, что выпрямляются от облегчения. Ей будет свободнее ждать весны, когда солнце вернется по-настоящему. Я надеюсь очень, что она останется со мной надолго, мне очень она нравится. Это алая ароматная дива. А на следующий день выпал снег, первый настоящий, пушистый, что лег на деревья легким покрывалом, укутав ветви в серебро, и на двор, превратив его в сказку из хрусталя. Во дворе стало светлее с ним. Я иду проведать, как розочка пережила ночью пересадку. Она свежая, листья блестят. Переношу некоторые растения к ней на окно, хлорофитумы в стаканчиках, фиалку с ее бархатными листиками, чтобы компания оживилась, как в тропическом уголке. 2 бутона выглядят совсем печально. Поникшие, сморщенные, лепестки на грани, как усталые путники после дороги. Я решаю их обрезать. Первая обрезка моей розочки случилась на 2-й день после пересадки. Ну и пришло время, ножницы в руке холодные, но решительные. Хрясь, отделяю один бутончик почти на середине ветки, где он висел, как увядший флаг. И второй бутончик, все, минус 2 бутона. Интересно, распустятся ли те закрытые, которых много, об этом расскажу дальше.